Привет, это Технозон, и сегодня у нас обзор такого необычного пульта, как G30. И такой вот интересный пульт, особенно по форме, напоминающий не пойми что, но не стоит спешить с выводами. Пульт, несмотря на все его минусы, оказался действительно охренительным. Особенно следует учесть, что у него все 33 кнопочки программируемых, хотя есть версия и с двумя программируемыми кнопками. И следует обращать внимание, на какой именно пульт вы смотрите сейчас на данный момент на странице заказа. Внешне они практически никак не отличаются всего лишь там парой слов в описании. Поэтому главное не попасть вот в такую западню. К тому же есть версии даже без аэромыши. Представляете себе, без аэромыши на 33 программируемых и без аэромыши на 2 программируемых. Честно говоря, не совсем удачное решение. Поэтому будем сегодня ее обозревать, мы с вами ее распакуем и протестируем обязательно на Android TV устройстве, чтобы понять, насколько он совместим именно с Android TV устройством. Потому что если он совместим с Android TV, то с чистым Android он уж точно будет полностью совместим. Ну и, конечно же, размеры. Сначала это было непривычно, потом я им попользовался день, два, три, на 4-й я уже взял вот такой вот пульт и понимаю, что он маленький и тонкий, и хочется чего-то побольше держать в руках. Я сейчас не о том, конечно, но вы меня поняли. У нас был, кстати, на канале обзор двух предыдущих моделей. Это G20S и G10S. Это два пульта именно с аэромышами и с голосом. Кстати, ссылки на обзоры и на сами пульты я положу тоже в описании под видео. Кстати, G20S вообще огонь пульт, он мне такой один из бестселлеров. Но G30S сделал свое дело. Для чего же нужны 33 программируемых кнопки? Ну, во-первых, полностью перепрограммировал пульт своего телевизора. Даже добавил 3 кнопочки для своего кондиционера. Очень удобно, когда у меня такой себе универсальный пульт, и можно запилить все что угодно. Во-вторых, очень удобно даже для тех приставок, которые полностью не поддержали, например, функционал этого G30. Вы можете со стандартной дистанционки какую-то кнопку запитать на инфракрасник, и у вас будет рабочая дистанционка во всех аспектах. В частности, нас волнует кнопка включения-выключения. Пробовал этот пульт включить в смарт-телевизор LG. Скажу вам так, что я не получил полной совместимости. Кнопка домик не работала, то есть у меня работали только навигационные кнопки и более ничего. То есть использовать его со смарт-телевизорами нельзя, хотя они кричат, что можно. Его можно лишь использовать со смарт-телевизорами Sony на Android TV платформе, либо на каких-нибудь Kiwi или Skyward, но там тоже нужно пробовать. Ну и, конечно же, ссылки на эти пульты на разные площадки я положу в описании под видео. Обязательно проверяем, чтобы это была программируемая на 33 кнопки. Плюс с функцией аэромыши я именно на такой пульт ложу ссылочку, поэтому ай-яй-яй, смотрите, не попадите, чтобы потом не кричали, что я вас чем-то обманул. Нет, ребят, я даю именно ссылку именно на этот пульт, который я вот сейчас использую. Поэтому не хочу затягивать, переходим к распаковочке, к тестам и обзорам этого самого пульта. Но перед этим я хочу напомнить вам, что у нас на канале разыгрывается огромное количество ценных призов и подарков. На данный момент это Radeon RX 590 мы разыгрываем и разыгрываем 3 Yugos AM6 для наших подписчиков. Все условия в описании под видео. Но даже если там нет этих уже акций, то там есть акция не менее интересная или розыгрыш не менее крутого приза. Ну и не забываем подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры вот таких вот гаджетов, до разных гаджетов, программ, настроек, модификаций, устройств, смарт-тв-боксов, вообще всего очень много у нас на канале. Ну и, конечно же, не забываем про наши соцсети, ссылки на которые есть там же внизу в описании под видео. Ну а сейчас я говорю вам хавабанга, ребята, это же Бубльгум, поехали! AirMouse G30, коробочку помяло немножко на почте. Кстати, очень удивительно, обычно на AirMouse G30 пишут на торце какая-то версия. Я-то знаю, что это за версия, но на этой как раз не написано. Хотя мы покупали, в принципе, в проверенном магазине, ссылку на который мы положили в описании под видео. Итак, достаем, перед тем как достаем, хочу показать прародителей этого G30. Это G10S, это G20S, это обе аэромыши с голосовыми функциями, с программируемыми кнопками включения-выключения. Кстати, неплохие мышки. Лежат ссылки в описании под видео и на обзоры, и на их возможности. И вот у нас теперь пришла пора к G30S. Будем ее рассматривать. В пакетике есть инструкция. Так, коробочка ничего не примечательного, уходит в зрительный зал сам по себе. G30. Блин, он глянцевый, ребят. Если предыдущие версии были матовые, то этот матовый только сзади. А так он глянцевый спереди, и на нем остаются отпечатки пальцев. Ну, скажу
если это и минус, то как бы незначительный. Да, вот он уже его замацал весь. Ну, кому как, ну ладно, хрен с ним. Глянцевый так глянцевый. Меня интересует больше его возможности, да, как пульта. В общем, есть две версии. Эта версия, в которой программируются все 33 кнопки. И это круто на самом деле, потому что вы фактически можете запрограммировать на инфракрасный порт сюда и ваш телевизор, и ваш кондиционер, и пульт вашего ресивера. Вот у меня, кстати, есть пульт моего ресивера, пожалуйста, я его тоже сюда запрограммлю. Так, что у нас здесь еще интересного? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, он имеет каплевидную форму. Если сравнивать со стандартным пультом телевизора LG, то он примерно вот такого вот размера, как пульт телевизора LG. Ну, не маленький, при этом по ширине он поболее. Но не столь суть важно. В комплекте есть донгл. Он подключается по донглу, есть инфракрасный порт. Все в пакетике, все цивильно запаковано, мне нравится. Сразу туда подкинем батареечки, для того, чтобы мы могли с вами попрограммировать и потестировать этот самый пульт. Пульт неплох, хорошо лежит в руке, но, скорее всего, не лишен недостатков G10. Когда включен режим аэромыши и вы его ложите, он делает вот так вот, и мышь вот так вот колебается на экране. Посмотрим. Примерно то же самое, хотя для того, чтобы он центрировался, они добавили вот такие вот штуки для того, чтобы он ровненько лежал. Да, он ровненько лежит, он быстро принимает правильное положение, в отличие от G10. Давайте попробуем. То есть да, то есть этой проблемы они эту решили, потому что в G10 действительно это была проблема. В G20, в принципе, эта проблема тоже была, но не настолько ярко выраженная. Какие кнопки у нас есть? Есть кнопка переключения ТВ, это значит, он включается на инфраред функцию. Есть кнопка включения-выключения, есть кнопка выключения и включения звука. Пока не подключен донгл, у нас будет моргать зеленый диод, не знаю, насколько его видно. Вот, видно, конечно, видно. Есть стандартное меню навигации, вернее, стандартное поле навигации, кнопка назад, кнопка домик, субменю, кнопка вызова эксплорера. Кнопка голосового поиска, кнопка активации режима мыши, Volume Up, Volume Down, кнопка управления громкостью Page Up, Page Down, навигационные кнопки для управления плеером, обязательно попробуем, цифровая панель для управления IPTV, переключения каналами, кнопка Enter и кнопка Delete. Хороший набор, скажу я вам. Сразу могу сказать, что для того, чтобы отрегулировать нам скорость движения мыши по экрану, нам необходимо с вами нажать ОК и Volume Up, это для изменения скорости, то есть убыстрения курсора, и ОК Volume Down это для замедления этого самого курсора. Есть 3 режима скорости, поэтому есть из чего выбрать. Также вы можете сделать сброс к стандартным настройкам, зажав кнопку Delete и TV и подержав 5 секунд. Пульт вернется к заводским установкам. Есть у нас инструкция. В принципе, в инструкции расписано, что есть 2 версии, но на самом деле есть 4 версии. Это значит, что есть одна без аэромыши с 2 программируемыми кнопками, одна с аэромышью тоже с 2 программируемыми кнопками, и есть одна с аэромышью с 33 программируемыми кнопками и без аэромыши с 33 программными кнопками. Больше здесь ничего интересного нет. Давайте с вами разберемся, как программировать пульт, в частности на 33 кнопки. Ссылку обязательно положу под видео, обязательно следите за тем, какой пульт вы покупаете. Нажимаете, переводите, кнопка ТВ переводит нас из радиорежима в инфракрасный режим. Вот мы нажали ТВ, у нас сейчас инфракрасный режим, у нас будет гореть красный индикатор при нажатии на кнопки. Вот, это все видно. Да, вот, видно, как моргает. Зажимаем кнопку ТВ, у нас начинает моргать красный диод. Насколько, вот, видно, как моргает красный диод. Мы подносим другой пульт, который хотим программировать, к этому самому пульту G30. Нажимаем, например, кнопочку питания. Зажали питание, у нас начинает моргать красный диод очень-очень быстро. И нажимаем кнопку, в которую хотим записать код, который был считан через инфракрасный порт. В частности, это кнопка питания. Все. Опять начало нормально моргать наш красный диод. И так делаем мы для всех кнопок. Например, мы хотим кнопку 1 от телевизора запрограммировать. Он начинает моргать. Нажимаем кнопку 1. Например, мы хотим запрограммировать кнопку увеличения громкости. Нажимаем кнопку увеличения громкости. Он начинает опять моргать очень
очень быстро-быстро и нажимаем кнопку увеличения громкости. Итак, кнопку за кнопкой. Фактически это такой себе универсальный пульт. И после того, как вы закончили программировать все эти кнопки, вам достаточно нажать кнопку ТВ, чтобы выйти из режима программирования. Все, ваш пульт полностью запрограммирован. В принципе, это очень круто. Режимы переключения работы приставка и инфракрасный порт реализуются кнопкой ТВ. Вот в режиме приставки он на зеленом будет моргать зеленым, когда вы будете нажимать на кнопки. Удобно. Сейчас я попробую, как у меня работает на запрограммированном телевизоре. О, телевизор включился. Кстати, ребят, все. Телек включился, все работает. Все, выключил. Отлично. Пульт я запрограммирую потом полностью пульт своего телевизора от телевизора LG, и у меня будет еще универсальный пульт. Класс, мне нравится. Итак, я подключил этот самый G30 к моему Mi Box 3. Кстати, если с ним будет совместимо, то будет совместимо действительно абсолютно со всем. Скажу сразу, навигация вверх-вниз, влево-право работает. Уже хорошо. Кнопка ОК работает. Кнопка включения-выключения звука работает. Кстати, это программируемая кнопка, одна из программируемых. Кнопка назад заходим, нажимаем назад, работает. Кнопка домик, например, зайдем в Netflix, нажмем на домик, работает. Кнопка сабменю должна работать. Где она у нас должна работать? Давайте найдем приложение, где у нас может работать сабменю. Давайте на какой-нибудь файлик нажмем, сабменю, блин, на чем можно сабменю попробовать? Можно попробовать на каком-нибудь, ладно, сабменю попозже попробуем. Кнопка аэромыши работает. Как мы с вами говорили на распаковке, здесь можно регулировать скорость мыши. Давайте попробуем отрегулировать. Да слушайте, ну побыстрее. Действительно, аэромышь работает. Пробуем теперь в меню реакцию на мышь. Да, работает это тоже. То есть мышью вы можете даже в Android TV устройствах включать плитки нажимать. Кстати, не все аэромыши это поддерживают. Громкости кнопки работают. Кнопки Page Up, Page Down мы сейчас проверим в другом приложении. Но для начала мы проверим с вами навигационные кнопочки, как они работают. Вот идет Play, Pause, Stop и следующие треки. Зайдем в какой-нибудь ролик, нажмем ОК, должно появиться меню навигационное. Так, с этим работает у нас все. Выходим назад и нажимаем на навигационные кнопки. Давайте Play, Pause. Пауза срабатывает, Play срабатывает. Давайте следующий. Да, она не следующая, а именно перематывает. То есть здесь кнопки не следующий трек, а именно перемотки. И они тоже работают. Нажимаем ОК. Все супер, ребят, все супер. И нажимаем стоп. Стоп тоже сработало. Поэтому с навигационными кнопками у нас все понятно. Вот как быть насчет цифровых кнопок? Зайдем в TV Web, зайдем, например, там в поиск какой-нибудь. Зашли в браузер, сейчас попробуем цифровые кнопочки. Кстати, кнопка Delete работает. Цифровые кнопки все работают, то есть если у вас есть IPTV, то в принципе поддерживаемые IPTV плеера смогут использовать эти цифровые кнопки, цифровую панель для переключения каналов. Так, с этим тоже и кнопка Enter, вот, да, No Results Found, но кнопка Enter тоже работает. Короче, мы с вами проверили сейчас пока что все, кроме голосового поиска. Голосовой поиск мы с вами сейчас нажимаем голос и говорим «Самый лучший фильм». Слушайте, ну самый лучший фильм... Зачем? Не надо меня слушать. Ай-яй-яй, что я наделал? Капец. Короче, вы поняли, что голос работает. Очень удобно реализовано то, что кнопка поиска, вернее микрофона, она многофункциональна. Не нужно ее не держать. Хотя вы можете, если вы привыкли держать, вы будете держать, она будет все равно работать. Давайте попробуем. Тест 1, 2, 3, тест 1, 2, 3. То есть он сейчас сработал с нажатой кнопкой. Давайте просто без нажатой кнопки нажмем один раз и отпустим. Давайте. Тест 1, 2, 3, тест 1, 2, 3. И то же самое произошло без нажатой кнопки. Короче, блин, ну работает. Работает еще и как работает. Давайте в приложениях проверим голос. Я хочу в Play Market найти какой-нибудь браузер более-менее. Браузер. Да, находит на мой голосовой запрос браузер, он нашел здесь разные браузеры. Давайте установим Puffin TV браузер. У меня, откровенно говоря, я даже не знал, что у меня здесь браузера нет. Ну, не использую я Smart TV Box для какого-то сумасшедшего браузинга. Сейчас выйду, слушайте, удобный пульт. Давайте я сейчас попробую включить аэромышь. Вот сейчас мы включим аэромышь. И попробуем положить на ровную поверхность. Все-таки у него сзади покатая вот эта вот поверхность. И насколько она будет эту аэромышь липать. Так, ложим на стол. Нет, вы знаете, вот он сразу же стабилизируется. То есть из-за вот этой вот штучки, это вот наследие G10S, когда он начинал вот так вот его телепать и телепало минуту, в этом пульте эту проблему решили.
В общем, ребят, готов выключать, пройти, прорезюмировать это видео. Достаточно все интересно. Переходим. Ну и как вывод, я вам скажу, я готов простить этому пульту матовую поверхность, потому что работает пульт отлично, программируются все 33 кнопки, навигационные кнопки работают просто идеально, голос срабатывает, мышь работает. Слушайте, ну на самом деле очень заслуживающий внимания пульт. Очень порадовало, что решили проблему вот этого качения, да, то есть если на G10 ложишь и она раскачивается постоянно, то у вас дергается этот указатель мыши. Здесь решили это с помощью вот такой вот формочки в виде кружка, который ты ложишь, и все, и ничего не происходит, он сразу на него становится. Удобно. Удобно, безусловно, удобно. И мнение команды Технозон таково, что пульт G30 обалденное устройство категории Must Have, и мы его советуем к приобретению. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и пульт G30 на канале Технозон. Пока.